Приветствую всех на моем канале, рада видеть вас снова. В ютубе и в интернете в целом полно мастер-классов по вязанию вот таких носочков крючком. И у меня в том числе. Более 2 лет назад я уже публиковала такой мастер-класс. Но сегодня я вам хочу показать свой способ вязания таких носочков. Мне кажется, что мой способ вяжется легче. Попробуйте связать моим способом и напишите в комментариях, права я или нет. Вязать я буду на возраст до 3 месяцев. Длина по подошве у этих носочков 10 сантиметров. Крючок я буду использовать 3 миллиметра. Пряжа у меня Alize Baby Best. Перед началом вязания необходимо связать образец. Мой образец 10 на 10 сантиметров. По горизонтали 10 сантиметров, 24 петли. Значит, в одном сантиметре у меня будет 2,4 петли. По вертикали 10 сантиметров 36 рядов, значит в одном сантиметре 3,6 ряда. Округляем до целого числа, значит у меня в одном сантиметре будет 4 ряда. Теперь, когда образец связан, определимся с высотой носочка. Измеряем носочек от начала пяточки. Так как у меня будет носочек с отворотом, значит я так и измеряю. Делаю отворот. Вот так меня устраивает. То есть высота моего носочка будет 14 сантиметров. Мы уже знаем количество петель в одном сантиметре. Значит, умножаем высоту будущего носочка на количество петель в одном сантиметре. В моем случае 14 я умножаю на 2,4, получаю 33,6 петли, округляю до целого. То есть высота моего носочка будет 34 петли. Теперь определимся с шириной носочка. Измеряем ножку в самой широкой части. У меня это 12 сантиметров. 12 сантиметров умножаем на количество рядов в одном сантиметре, получаю 48 рядов. Это полный обхват ступни. Нам нужен полуобхват, значит 48 рядов делим на 2, получаем 24 ряда. Обратите внимание, что полный обхват и полуобхват ступни должны делиться на 2 без остатка. То есть, если у вас 46 рядов полный обхват, тогда полуобхват будет 23 ряда. Так быть не должно, значит округляйте до 24 рядов. Вязание носочка мы разделим на 3 этапа. Первый этап это будет задняя часть носочка и пяточка. Начнем вязать мы с центральной части пяточки. Делим свой полуобхват носочка на 3 примерно равные части. У меня 24 ряда, делю на 3, и у меня получается поровну, по 8 рядов на каждую часть. На схеме обозначены дорожки. Одна дорожка это 2 ряда, лицевой и изнаночный. Итак, начинаем вязать центральную часть пятки. Сейчас нам нужно набрать высоту носочка. У меня 34 петли. При наборе я вам покажу свой лайфхак. Будем набирать на контрастную ниточку. Лучше, чтобы она была гладкая. Набираем немного больше необходимого количества петель. И это мы делаем для того, чтобы во время вязания контрастная нить не распустилась раньше времени. Итак, я набираю обычную цепочку из воздушных петель. Набрала необходимую мне длину, отрезала лишнюю ниточку. Вот мы видим косичку на лицевой стороне. Переворачиваем косичку вниз, и на обратной стороне есть вот такие перемычки. Как раз за вот эти перемычки мы сейчас будем вязать первый ряд носочков. Вяжем первый ряд обычными соединительными столбиками высоту носочка. У меня это 34 петли.
Провязала первый ряд 34 соединительные петли. В конце каждого ряда воздушная петля подъема, разворачиваемся, второй изнаночный ряд, и все последующие ряды будем вязать соединительными столбиками за заднюю полупетлю. Воздушную пропускаем, начиная со следующей, вяжем соединительными столбиками за заднюю полупетлю. Итак, продолжаем вязать соединительными столбиками центральную часть пятки. У меня это 8 рядов, то есть 4 дорожки. Связали центральную часть пятки, у меня это 8 рядов, значит 4 дорожки. Сейчас мы находимся на данном этапе. Вот то, что мы связали. Далее мы будем вязать оставшиеся 2 части пяточки одновременно. 34 петли высота пятки, далее 8 петель по центру пятки и снова 34 петли высоты. И обратно. Это будет одна дорожка. И так нам нужно связать ваше количество рядов. Сейчас мы находимся на изнаночной стороне. Как всегда, воздушная петля подъема, разворачиваемся и снова вяжем, как обычно, за заднюю полупетлю соединительными столбиками. И так вяжем до конца ряда. Тридцать 34. Далее мы должны связать по центру пяточки. У меня провязано 8 рядов на центральную часть, значит я должна провязать 8 петель. Вязать будем так. Вот она, первая дорожка, а над дорожкой есть вот такая перемычка. Первый соединительный столбик провязываю за эту перемычку, а второй соединительный столбик, есть еще одна перемычка. Вот рядом с верхней есть еще одна, как бы между дорожек мы вяжем. Второй соединительный столбик. Снова верхняя перемычка от дорожки. Третий соединительный столбик и между дорожек за заднюю перемычку. Снова перемычка над дорожкой сверху. Между дорожками за заднюю перемычку. Семь. И последняя соединительная петля за заднюю перемычку. 8. Далее поднимаемся вверх. Тут тоже должно быть столько же петель, сколько и на этой первой стороне. У меня 34 петли, и провязывать будем так. Вот так как мы вязали контрастной нитью, вот эти петельки задние хорошо видно. Ввожу крючок между, то есть крючок должен выходить ровно под перемычками на обратной стороне. И провязываю соединительный столбик. Тут хорошо видно, куда вводить крючок между петельками. И на обратной стороне под перемычкой. И так провязываем до конца ряда. Довязали до конца. В конце ряда будьте внимательны. Нам нужно попасть
Вот тут хорошо видно. Не вот сюда, а вот так. Иначе, если вы вот пропустите вот эту петельку, то может распуститься. Вот так. Провязываем последнюю соединительную петлю. А вот он сам лайфхак. Просто распускаем дополнительную нить. Вот перехода практически не видно. Теперь давайте вместо воздушной петли провяжем соединительную. Тут хорошо видно вот эта вот торчащая петелька. Провязываем соединительную петлю. Это будет вместо воздушной петли подъема. Разворачиваемся. Вяжем обратный изнаночный ряд. Все то же самое. Вот эту соединительную пропускаем, начиная со следующей. За заднюю полупетлю вяжем соединительными столбиками. И так провязываем до конца ряда. Также будьте внимательны, последняя петелька при таком вязании постоянно прячется, не забывайте про нее. Довязали до конца ряда, воздушная петля подъема, разворачиваемся. И продолжаем вязать по схеме соединительными столбиками за заднюю полупетлю необходимое вам количество рядов. Полуобхват носочка связан, у меня это 24 ряда, то есть 12 дорожек. Вот что мы связали на данном этапе. Мы связали полуобхват носочка и пяточку. Приступаем ко второму этапу вязания. Во втором этапе мы будем вязать верхнюю часть носочка. Мы уже знаем свой полуобхват. У меня это 24 ряда. Давайте нарисуем схему и распределим наше количество рядов. Первый, второй ряды вяжем полностью, то есть все количество петель. Далее третий ряд не довязываем 6 петель, и такая схема применима ко всем детским размерам. Возвращаемся обратно. В следующем пятом лицевом ряду добавляем 2 петли. И так в каждом последующем лицевом ряду мы провязываем на 2 петли больше, пока не довяжем до конца ряда. Это левая сторона мыска. Правую сторону мы отзеркаливаем, то есть у нас провязано 1, 2, 3, 4, 5 дорожек. Значит, и на правой стороне нам тоже нужно провязать 5 дорожек. Общий полный ряд, то есть все количество петель. Затем на 2 петли меньше провязываем. И это все я называю лицевые ряды. Последующий лицевой ряд еще на 2 петли меньше. И так вяжем, пока не останется непровязанными 6 петель. Последние 2 ряда провязываем все петли ряда. Итого у меня сейчас на схеме провязано 20 рядов, а мой полуобхват 24 ряда. Значит, я посередине добавляю еще 4 ряда. Итого общее количество рядов будет совпадать с моим полуобхватом. Перед началом вязания второго этапа давайте отметим центральную часть маркерами. У меня полуобхват 24 ряда, значит я отмечаю 24 центральные петли. Вяжем первый ряд по схеме. Воздушная петля подъема, разворачиваемся. Довязываю до маркера соединительными столбиками. У меня это 26 петель. Далее нам нужно набрать дополнительные петли.
от начала щиколотки 6,5 сантиметров расстояния. Я знаю, что у меня в 1 сантиметре 2,4 петли, поэтому я 6,5 сантиметров умножаю на 2,4 петли и получаю 15,6 петель. Округляю до целого числа, значит мне нужно набрать 16 дополнительных петель. Набираю обычную цепочку из воздушных петель. Шестнадцать и плюс 1 дополнительная петля подъема. Разворачиваемся на изнаночный ряд. Смотрите, чтобы ваша косичка не перекрутилась. И точно так же, как и раньше, воздушную петлю пропускаем, начиная со следующей. За дальнюю полупетлю провязываем сначала цепочку из воздушных петель, а затем высоту манжета. Посмотрите, мы вязали за заднюю полупетлю. Ничего у нас не перекрутилось, все аккуратненько. Также продолжаем вязать за заднюю полупетлю соединительными столбиками, но уже по манжету. Довязали до конца ряда, воздушная петля подъема, разворачиваемся. Вот что мы сейчас с вами связали. Вот. Посмотрите по схеме, мы провязали один полный ряд. Следующий, третий лицевой ряд будем провязывать на 6 петель меньше. Вот у нас осталось 6 недовязанных петель. Воздушная петля подъема, разворачиваемся, провязываем обратный 4-й изнаночный ряд, все петли до конца ряда. Довязали до конца, воздушная петля подъема, разворачиваемся. 5-й лицевой ряд, вяжем все петли плюс 2 петли. Провязала все петли. Теперь нам нужно провязать 2 дополнительные петли. Это мы делаем так. Вот я подхватываю от дорожки, вот она дорожка, сверху над ней перемычка, подхватываю вот эту перемычку и следующую петельку и провязываю их одновременно соединительной петлей. 1 петля и 2. Осталось 4 недовязанные петли. Воздушная петля подъема, разворачиваемся, 6-й изнаночный обратный ряд. Вяжем до конца ряда соединительными столбиками за заднюю полупетлю. 7-й ряд. Снова провязываем все петли плюс 2 петли. Снова дорожка. Сверху перемычка, подхватываем ее и следующую петлю и провязываем одновременно соединительной петлей. 1 и за следующую петлю 2 соединительная петля, воздушная петля подъема, разворачиваемся. 8-й обратный изнаночный ряд, вяжем все петли до конца ряда.
9 ряд провязываем полностью все петли. Снова дорожка, верхняя перемычка. И плюс 2 дополнительные петли. Воздушная петля подъема, разворачиваемся, вяжем обратно 10 ряд, тоже все петли. Далее смотрим схему, мы будем вязать полные ряды, то есть все количество петель туда и обратно. У меня по схеме 4 дорожки, значит мне нужно провязать 8 полных рядов. Провязала я свои полные 8 рядов, это 4 дорожки, 1, 2, 3, 4. Далее будем вязать правый клинышек мыска зеркально. Если в левом клинышке мы не довязывали 6 петель, а потом вязали плюс 2 петли в каждом лицевом ряду, то теперь мы будем не довязывать в каждом лицевом ряду по 2 петли. Воздушная петля подъема, разворачиваемся, вяжем все количество петель, не довязывая 2 петли до конца ряда. Не довязали 2 петли до конца ряда, воздушная петля подъема, разворачиваемся и вяжем соединительными столбиками до конца ряда. И так провязываем по схеме, не довязывая в каждом лицевом ряду по 2 петли. Вот я провязала по схеме, у меня недовязанные 2, 4, 6 петель. Следующий заключительный ряд верхней части носочка будет полный. Как обычно, воздушная петля подъема в конце каждого ряда. И вяжем соединительными столбиками за дальнюю полупетлю все петли. Точно так же, как и раньше, объединяем все петельки. Дорожка, верхняя перемычка, подхватываем ее и следующую петельку. 1, вторая петля, 2, снова дорожка, верхняя перемычка, одновременно со следующей петлей 3, 4, снова перемычка. Следующая петля 5, 6, воздушная петля подъема, разворачиваемся и вяжем обратный ряд, все петли до конца ряда. Верхняя часть носочка связана, сверяемся по схеме, у меня должно быть 24 ряда, то есть это 12 дорожек. 11, 12, все верно. И завершаем второй этап вязания носочка объединением манжета. Связывать будем по лицевой стороне. Рабочую нить завожу внутрь носочка. Да, воздушную петлю в последнем ряду не делаем. Подхватываем дальнюю полупетлю от нас на одной стороне. Одновременно подхватываем дальнюю полупетлю на другой стороне и провязываем соединительным столбиком все 3 петли на крючке. Еще раз. Дальняя полупетля на одной стороне, дальняя полупетля на другой стороне и провязываем соединительный столбик.
И так провязываем соединительными столбиками до маркера. Объединили манжет. Приступаем к третьему этапу, завершающему вязание носочка. У вас после объединения манжета должно остаться только то количество петель, которые мы набирали дополнительно. У меня 16 петель. Перепроверьте себя. И 24 петли по количеству рядов у меня осталось отмеченными маркерами. Далее мы будем вязать по уже знакомой нам схеме, только с другим количеством петель. После того, как объединили манжет, продолжаем вязать по краю мыска. По схеме у нас идет один полный ряд, то есть я вяжу 16 петель. 16. Воздушная петля подъема, разворачиваемся на изнаночный ряд. 16 соединительных петель. 16. И мы будем сразу же присоединяться к пяточке. Присоединяться будем так. Маркер я убираю. Будем провязывать за дальнюю полупетлю от нас, то есть за внешнюю получается. И рабочую нить выводим вперед. Крючок ведем с лицевой на изнаночную, то есть на себя. И провязываем 2 тугие соединительные петли. Вот эту петельку вытягиваем побольше, чтобы она у нас потом не терялась. Разворачиваемся на лицевой ряд, пропускаем вот эти 2 соединительные петли и, начиная с 3, вяжем по схеме. 3 ряд мы не довязываем 6 петель, то есть я вяжу 10 соединительных столбиков. Вот я не довязала 6 петель. Воздушная петля подъема, разворачиваемся. То есть мы вяжем все то же самое, что мы вязали на мыске, на верхней части носочка. Снова довязываю до конца ряда. Далее 2 тугие соединительные петли. 1, 2. Разворачиваемся. И теперь в каждом лицевом ряду будем провязывать на 2 петли больше. Точно так же по той же схеме, что мы вязали верхнюю часть носочка. Я эти ряды уже показывать не буду, потому что все то же самое, меняется только количество петель. В конце каждого изнаночного ряда мы присоединяемся по 2 соединительные петли за пяточку. Разворачиваемся, пропускаем 2 петли, начиная с 3, вяжем по схеме. Я провязала 24 ряда по своей схеме. Вот у меня осталось 2 последние петли на пяточке. Провязываю 2 тугие соединительные петли. И теперь объединим подошву с верхней частью. Подхватываю. Так, для начала провязывать мы будем, вот когда мы набирали дополнительные петли, за одну полупетлю мы провязали, вторая осталась свободная. Вот она. Вот она моя 16 петля, подхватываю ее. Вот на этой стороне ближней к нам 2 соединительные пропускаем, подхватываем из 3 петли дальнюю от нас полупетлю и провязываем соединительной петлей одновременно все 3 петли. Полупетля на одной стороне, дальняя полупетля на ближней к нам стороне и провязываем все 3 петли одновременно.
И так провязываем все петли. Довязали, оставляем небольшой кусочек нити для сшивания, ниточку отрезаем. Осталось сшить мысок, я это буду делать при помощи иглы. Подхватываем верхнюю перемычку от дорожки на одной стороне и верхнюю перемычку от дорожки на другой стороне. Заднюю перемычку от дорожки на одной стороне и точно так же задняя перемычка на другой стороне. Снова верхняя перемычка от дорожки. 1, 2. Задняя перемычка на одной стороне, на другой стороне. И так сшиваем все петельки. Прошили, теперь подтягиваем нить так, чтобы мысочек скруглился. Теперь выводим иглу на изнаночную сторону. Выворачиваем носочек. Подтягиваем ниточку так, чтобы вот с лицевой стороны уголок не торчал. Все, и тут уже на изнаночной стороне прячем кончик нити. Лишнюю нить отрезаем. Все, носочек готов. И не забудьте спрятать еще вот этот коротенький хвостик от начала вязания. Носочек готов. Второй носочек вяжется аналогично первому. Если на каком-то из этапов у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь спрашивать в комментариях. Я всегда всем стараюсь помочь. И на сегодня у меня все. Спасибо за просмотр. Ровных вам петелек. Всем добра.